Ребенок подошел к могиле и сказал: «Мамочка, проснись, пожалуйста. Мне очень сложно без тебя». Мальчик попросил маму встать и пойти в школу, чтобы защитить его от учителя, но слезы ребенка были бесполезны. Классный руководитель устала посылать записки матери ребенка. Поэтому, охваченная гневом и отчаянием, она схватила мальчика за ухо и пригрозила ему, сказав, что если он не придет на следующий день ухоженным и в сопровождении матери, она выбросит его на улицу. Джеймс плакал, потому что его одноклассники смеялись над ним. «Ты грязный!» — кричали все они в один голос. Мальчику было всего 7 лет, когда он начал становиться жертвой всевозможных унижений. Он попытался постирать свою одежду, но дома не было ни мыла, ни стирального порошка, не говоря уже о воде. Чтобы насладиться жизненно важной жидкостью, он ждал, пока соседи уснут, чтобы наполнить ведра в садовых кранах. Он был сыном женщины по имени Марго, которая осталась одна, когда ей было всего 16 лет, и, взяв только ту одежду, которая была на ней, отправилась в путь по направлению к городу. Она шла медленно, но усталость одолела ее до такой степени, что она упала на землю в полном беспамятстве и потеряла сознание. Когда она очнулась, то оказалась в городской больнице, потому что несколько дней ничего не ела, и женщина, которая шла по дороге, сжалилась, увидев ее лежащую там. Эта дама была богата, и когда она поговорила с Марго, то была очень тронута ее печальной историей и предложила ей работу в своем доме, а также она обеспечит ее финансированием для небольшого дома на окраине города. Оливия, так звали добрую даму, которая пожалела Марго, потому что она тоже помнила то время, когда была бедна и ей приходилось много бороться, чтобы достичь того социального статуса, в котором она оказалась. Как только Марго начала работать, Оливия поняла, что приняла правильное решение, потому что девушка была очень аккуратной и готовила вкусную еду. В этом доме жили только Оливия и ее муж, поскольку Мейсон, их единственный сын, учился за границей. В течение года все, казалось, шло чудесно, и молодая женщина ответственно относилась к обустройству маленького домика, который продала ей эта дама. Каждый месяц она откладывала свои сбережения, потому что в этом доме ей предлагали кров и еду, так что у нее было не так много расходов. Через 2 года после приезда Марго в дом миссис Оливии вернулся сын владельцев дома и был поражен красотой Марго. Однако у него не было добрых намерений. Он хотел заполучить ее только для развлечения, потому что был слишком тщеславен, чтобы серьезно отнестись к такой скромной девушке. Кроме того, он был помолвлен с дочерью министра иностранных дел. Мейсон каждый вечер тайком выходил в сад, чтобы пофлиртовать с Марго, которая была на 7 лет моложе его. Для нее это было как сон, и она чувствовала себя на 7-м небе от счастья, а мужчина так настаивал на близости с ней, что влюбленная девушка согласилась. Пару месяцев спустя она забеременела, когда Мейсон уже готовился к свадьбе. Марго призналась Оливии в том, что произошло, и та была готова поддержать ее, но дала понять, что ее сын женится на своей невесте, а не на ней. Однако в ту ночь Мейсон проник в комнату Марго, заставил ее сбежать со своими вещами и отвез в дом, который она купила на свои сбережения. Он также потребовал, чтобы она выставила недвижимость на продажу и уехала, потому что в противном случае он заставит людей из службы безопасности министра позаботиться о ней. Марго немедленно продала дом своим соседям и на вырученные деньги уехала в другой город. Оливия искал ее, но так и не смогла найти. На 4-м месяце беременности бедная Марго открыла небольшой гастрономический магазин, и дела у нее шли неплохо. Дом, который она купила, был небольшим, но вполне достаточным для нее и ребенка. Она одна отправилась в больницу и вернулась домой после сложных родов, но была счастлива, потому что ее ребенок был здоров.
Пока Марго была в декретном отпуске, она наняла на работу свою подругу по имени Алиса. Джеймс быстро рос, и когда мальчику исполнился год, Марго вышла на работу. Однажды парень Алисы, работавший в местном банке, посоветовал Марго открыть сберегательный счет для будущего ее сына. Она решила, что это отличная идея, поэтому доверила ему немного денег, которые хранила под матрасом своей кровати. Когда Джеймсу исполнилось около 4 лет, он начал посещать частную школу, которая была довольно дорогой. Но для его матери это было облегчением, потому что она приложила все усилия, чтобы он получил наилучшее образование. Ее магазин действительно процветал, а парень Алисы стал его администратором. Марго начала откладывать больше денег в банке, но спустя несколько месяцев заболела. У нее не было сил встать, она была очень слаба, и Алиса переехала жить к ней, чтобы заботиться о ней и ребенке. Она руководила магазином и водила Джеймса в школу. Врачи не обнаружили никаких заболеваний у Марго, которая корчилась от боли в животе, в то время как ее сын плакал, наблюдая за ее страданиями. Парень Алисы заставил ее подписать доверенность, и он получил право распоряжаться деньгами, которые она хранила в банке. А через 3 недели Марго скончалась без видимой причины. Алиса сказала Джеймсу, что его мама спит и что они оставят ее здесь, где она будет покоиться вечно. Неделю спустя Джеймс проснулся, а Алисы не было дома. Женщина ушла и забрала с собой почти все, что было в доме, и единственное, что она оставила нетронутым, это комната мальчика, и он питался тем немногим, что было в холодильнике. У него не было никого, кто мог бы отвезти его в школу, поэтому он начал опаздывать, и учительница часто ругала его. Затем она стала замечать, что от него плохо пахнет, и отправила его матери записку с просьбой привести ребенка в порядок. Джеймс продолжал получать хорошие оценки, но все еще был рассеянным, поэтому учитель поставил его перед классом и сказал, что он грязный ребенок и что он не прилагает усилий, чтобы следить за своей внешностью. Но она не знала, что у него дома отключили воду и электричество, потому что он просто не мог заплатить. Поэтому он набирал ведро воды в соседском саду и ходил по свалкам в поисках чего-нибудь съедобного. Учительница периодически присылала жалобы и памятки, но Марго так и не ответила. Ситуация действовала учительнице на нервы, и она закричала: «Твоя мама тебя не любит. Ей все равно, что ты ходишь в стоптанной обуви и грязной одежде». И именно поэтому она даже не отвечает. А когда наступила неделя школьной ярмарки, мальчик не смог представить свой проект, потому что у него не было денег на приобретение необходимых материалов. «Ты не только неопрятный, но и бесполезный. Я не могу больше терпеть такого грязного ученика в своем классе», сказала жестокая учительница. Затем она схватила его за ухо и вывела в коридор, а затем бросила ему блокнот с запиской, в которой было написано: «Если ты завтра не придешь, то больше не присылай своего сына в школу». Мать, которая не может поручиться за ребенка, не должна давать ему жизнь, а другие дети смеялись, когда увидели Джеймса, лежащего в коридоре, и просто смотрели, как он встает и уходит. Мальчик в отчаянии прибежал на кладбище и начал кричать: «Мамочка, проснись, пожалуйста. Мне очень сложно без тебя». Крики и плач мальчика услышал смотритель кладбища, который вызвал полицию. Прибыли представители СМИ, и когда новости вышли в эфир, учительница посмотрела передачу и, узнав, что случилось с ее учеником, заплакала от раскаяния за все, что она наговорила осиротевшему ребенку. Она немедленно побежала на кладбище и в слезах опустилась на колени перед ребенком, чтобы попросить прощения. Джеймса перевезли в детский дом, и началось расследование. Власти арестовали Алису и ее парня за кражу магазина и сбережений Марго. Кроме того, выяснилось, что они отравили Марго.
Несколько месяцев спустя учительница усыновила Джеймса и подарила ему всю любовь, которую ему так не хватало после смерти матери. Когда Оливия увидела новость, которая облетела весь мир, ей показалось, что мальчик очень похож на ее сына, когда тот был маленьким. Она сделала анализ и подтвердила, что это ее внук. Однако мальчика воспитывала приемная мать, и его бабушка взяла на себя ответственность за обеспечение будущего Джеймса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!